В этом видео делаю новогоднее и рождественское украшение на дверь или в интерьер. Привет! Вы на канале Лилия DIY Art Stories, и меня зовут Лилия. Из ткани вырезала прямоугольник размером 42 на 30 сантиметров. Длинный край загибаю на ширину примерно 4 сантиметра и подклеиваю термоклеем. У меня натуральная ткань из волокна джута. Можно использовать любую подходящую ткань, тот же хлопок, бархат, трикотаж и даже вырезать из старенького трикотажного свитера. Я решила не пользоваться швейной машиной, а все швы склеить с помощью термопистолета. Удобно, быстро и вполне надежно. Получившийся мешочек набиваю наполнителем. Можете взять абсолютно любой, даже простые обрезки ткани или же синтепона. Мешочек делаю слегка объемным, не нужно набивать его плотно. И верхний край завязываю веревкой. Также не стягивайте плотно, пусть будет свободно, чтобы придать краю плоский вид. Из гофрокартона вырезала круг диаметром 27 сантиметров. Это будет основа для всей композиции. И чтобы она в итоге не была плоской, я придам основе выпуклость. Для этого подкладываю куски смятой бумаги и закрепляю их малярным скотчем. А затем обтягиваю заготовку той же джутовой тканью. Так как все декоративные элементы я буду наклеивать, используя термоклей, то такая ткань как нельзя лучше подходит для этих целей. Вы, конечно же, знаете, что термоклей плохо держится на гладких поверхностях, но прекрасно справляется со своими задачами на поверхностях с пористыми структурами. И ткань как раз обладает такими свойствами. Поэтому я рекомендую в таких случаях в качестве основы использовать именно ткань. На получившуюся основу наклеиваю мешочек, располагая его завязку примерно по центру круга. Для мешочка делаю длинную завязку, на концах которой я потом привяжу елочные игрушки. Теперь приступаю к наклеиванию декора. Сначала раскладываю разные хвойные веточки. Это искусственные, которые у меня остались, часть прошлогодних проектов, а часть я разбирала веточки, которые покупала Fix Price.
У меня ветки разные, и я их чередую в композиции. Сначала веточки раскладываю, а потом постепенно наклеиваю. Получилась вот такая, если можно сказать, подушка из зелени. Обратите внимание, что вокруг мешочка веточки я расположила веерообразно, и слева ветки свисают длиннее, чем справа. Эта ветка была зеленая, но я ее покрасила в белый цвет акриловой краской. Она длинная, но я разбираю ее на отдельные веточки. Их также наклеиваю, располагая веером. И опять же слева ветки свисают длиннее, чем справа. Разбираю на листочке вот такую золотистую ветку, она похожа на папоротник, и добавляю их в композицию. Теперь раскладываю и приклеиваю разные шишки, шарики и другие декоративные элементы. Сначала определяюсь, где будут находиться самые крупные элементы, а затем располагаю более мелкий декор. Такие ягодки боярышника еще в прошлом году покупала в Fix Price. Все элементы сначала примеряю и только потом приклеиваю. В промежутках при необходимости добавляю маленькие еловые веточки. Еще использую маленькие шишки лиственницы. И, конечно же, все закрепляю на клей. В такой композиции, например, если вы используете шарообразные элементы, то желательно сочетать их разных размеров и даже фактур. Например, к большим шарикам добавляйте мелкие. А такие ягодки – это тоже шарики, которые хорошо смотрятся в небольших группах-веточках. Такие ротанговые шарики уже вносят в композицию элемент фактурного разнообразия, несмотря на то, что они тоже круглой формы. И шишки – это тоже разнообразие фактур. И, конечно же, подбирайте гармоничные цвета и также гармонично распределяйте их в композиции. Например, вот в этом месте вроде одинаковые по размеру круглые элементы, но они сочетаются между собой за счет чередования разных цветов и фактур. Вот так получилось после того, как я приклеила все элементы декора. Теперь на длинных завязках мешочка, на их концах, закрепляю две елочные игрушки. Определяю, как готовая работа будет висеть на стене. И с обратной стороны приклеиваю веревочку-подвес. Из ткани вырезала два небольших кружочка, которые и будут держать веревочку. Чтобы придать работе еще больше зимнего и заснеженного вида, тонирую практически все элементы декора акриловой краской белого цвета. Делаю это с помощью обычной губки для мытья посуды. Губку свернула небольшим клубочком и завязала толстой ниткой.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов. Это поможет в продвижении и этого ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.